Слава Украине! Привет всем от Полонского. Сегодня прошел раунд переговоров между американцами и русскими по поводу регулирования, нет, по поводу просто не урегулирования, а по поводу прекращения огня в Украине. Переговоры проходили в Санкт-Ленинграде между Дмитриевым, это бывший киевлянин, негодяй, предатель, ну вот эта шайка, которая там окружает Путина, там она вся из таких состоит, а также между посланцем Трампа Уиткофом. И, ну, судя по всему, они особо ни до чего не договорились. Я просто, знаете, посмотрел, как расстались они после этих переговоров. Уитков, вообще не оглядываясь на Дмитриева, который стоял там же возле автомобиля, прошел к нему спиной и сел в машину и уехал, даже не пожав ему руку, хотя Дмитриев попытался что-то сделать движение, типа такое, ну вот так вот, пока. Но за бессмысленностью тот даже на него не смотрел, прошел мимо, как мимо столба, сел в машину и уехал. Ну, такая ситуация говорит о том, что брачующиеся немножко поругались. И по-другому и быть не могло, ребята. Дело в том, что, понимаете, вся политика Трампа, которая была в отношении путинского рейха до сегодняшнего момента, она состояла из сплошной сдачи. Сдать это, сдать это, сдать это. Более того, Трамп обещал Путину больше того, что Путин просил. И тем самым, то есть вы вспомните, вот это вот весь град гадостей, который Трамп, весь град агрессии, который Трамп вылил в отношении Украины, на Украину это все вылил, и целование попы Путина одновременно. Вот Трамп, видите, кричал, что все целуют его зад, да? Вот, хотя на самом деле его зад никто не целовал, хотели пингвины, но Трамп вовремя передумал. Вот. А вот он как раз путинскую задницу целовал и облизывал все это время. И в результате он привел Путина к такой ситуации, что Путин понял, что Трамп полностью на его стороне. То есть Трамп обрезал помощь Украине, одно время прекращал обмен разведданными, вылил на голову президента Зеленского помои, устроил вместе с этим своим недоделанным Венсом провокацию в оральном кабинете Белого дурдома и так далее. То есть, ну, все, что мог, сделал все, что мог против Украины, и при этом шершавым языком, как говорится, обделывал пятую точку Путину. Путин и понял, что, ну, все, Америка сидит в другом окопе. Я лично тоже так понял. То есть по-другому это понять было невозможно. Полностью предательство всех своих союзников и переход на сторону врага. Вот как выглядят сегодняшние Соединенные Штаты Америки. Почему я, кстати, и говорил, что вот в сегодняшнем Рамштайне желательно вот участие министра обороны Соединенных Штатов Америки Хексета, ну, он же будет в онлайне там общаться, желательно общение с ним свести уже, включить его, например, туда в заседание в тот момент, когда уже перейдут от серьезных дел к обсуждению напитков, вот, и обеда, и фуршета. Вот тогда уже с ним можно поговорить, тем паче в джине с пивасом он хорошо разбирается. Все остальное, то, что там секретную информацию при Хексете, с моей точки зрения, лучше не говорить, потому что кто его знает, да. Вот, и так получилось, что Трамп создал у Путина завышенные ожидания всего этого дела. Путин, как говорится, распушил свой павлиний хвост и ринулся в атаку, ринулся бомбить Украину. А Трамп приезжает и говорит, ну все, давай заканчивать войну. А Путин говорит, стоп, ты вообще не... Ну, он не с Путиным говорил, а с Дмитриевым, который получил непосредственно от Путина указания. А Путин такой, ну так и... Стоп, ты же на нашей стороне, давай вместе будем бомбить Украину, мы с одной стороны, ты с другой. Ты ж так ставил вопросы? Как оказалось, что-то пошло не так. Оказалось, это не так, да. И в результате Уиткофу, судя по всему, там насовали по самое некуда, и он сбежал. Ну, по крайней мере, это выглядело именно так, что он был шибко недоволен, потому что не то, что там не было какого-то коммюнике, какого-то там, ну, не выступления перед прессой, а хотя бы фотографии перед прессой. Вообще ничего, даже не рукопожатие, просто профигурировал и сбежал. Ссылочка внизу в описании к данному ролику, можете посмотреть, как это было. То есть, ну вообще никак, да? Вот. Таким образом мы видим, что
Трамп стал заложником своей дурацкой политики, по-другому я ее просто не могу назвать. Трамп, видите, он... Да, например, смотрите, может ли Трамп на сегодняшний день каким-то образом воздействовать на Россию, учитывая, что он вошел в клинч абсолютно со всем цивилизованным человечеством? Насколько я понял, конфликта на сегодняшний день, ну такого явного конфликта, экономического, конечно же, Трамп смог избежать только с кем? Это же не знаю, с Зимбабве. Вот, Зимбабве. Зимбабве и, может быть, частично Израиль. Частично. Но со всеми остальными странами он находится в клинче. А поскольку ты противопоставил себя всему миру, кстати, доллар покатился вниз в отношении евро, и некоторые уже начинают рассматривать вполне себе всерьез замену доллара как международной валюты номер один на евро. Ну, посмотрим, произойдет это, не произойдет, очень трудно сказать. Вот. То Трамп поставил себя в слабую позицию, в слабое положение. Посмотрите, даже Украина, даже мы не хотим как-то идти им навстречу, ну, потому что нет смысла. А что вы нам сделаете? Все, что могли вы уже нам обрезать, вы уже обрезали. Торговли у нас с вами большой нет. В пределах 1 миллиарда. Это ничего. Ну все, а что? Разведданные, ну так мы их от других получим. Все, чем вы можете воздействовать, да? Трамп проводит абсолютно идиотскую политику, и в результате он ослабил Америку до такой степени, что с ними уже практически никто не хочет считаться. Естественно, было бы наивным полагать, что вот он приедет сразу туда, в Санкт-Ленинград, и русские начнут с ним серьезно разговаривать. Они ожидали от него полной сдачи, а он, видимо, хотел чего-то другого. Ну вот, собственно говоря, и все. Для того, чтобы требовать чего-то другого, надо все время проводить решительную политику, которая абсолютно понятна, что ты хочешь того-то, того-то и того-то, а не говорить так, что мы Украину сейчас, да мы ее тут поделим, да мы ее тут куски отберем, отдадим России, а Украина должна сдаться, а у Украины нет карт, а Зеленский без костюма, вот эту чушь все нес. Ну, русские, как говорится, и раскатали губу, все. Полностью вина Трампа. Нынешняя позиция России — это полностью 100% вина Трампа. Который просто, ну вот, например, с моей точки зрения, я сегодня вижу Америку скорее как союзника России, чем как союзника Украины. И, кстати, этим объясняется вот сейчас отставка посла Соединенных Штатов Америки Бринг в Киеве. Ну, в течение нескольких недель, может даже раньше, она улетит назад в США, и уже практически вся американская пресса пишет о том, что это происходит из-за ее несогласия с политикой Трампа в отношении Украины. То есть, хотя даже политику Байдена мы тоже помним, нерешительность в квадрате, да, вот, но, скажем так, там хотя бы не было явной враждебности. Вот, а тут же явная враждебность в отношении Украины. И это, вот этого она уже перенести, как говорится, не могла, и, видимо, подала из-за этого в отставку. Вот. Более того, ее же тогда, помните, вот когда рашисты ударили по Кривому Рогу, ее заставили написать коммюнике в Твиттере о том, что это был ужасный удар и т.д. и т.п., но без упоминания того, а кто же удар нанес. Ну, вот это было, как говорится, последней каплей, после этого она уже подала в отставку. Вот так вот, да. То есть, видите, даже самые американские дипломаты, они не могут не понять, что они делают. Что говорить там о ком-то другом, если американские дипломаты не догоняют, что делает Госдеп, а Госдеп, видимо, тоже не понимает, что в голове Трампа, потому что там, по-моему, знаете, он работает при помощи системы отрывочных мыслей. То есть, вот его косматую голову приходит какая-то мысль. Он ее бряк и шмякнул. Значит, шмякнул, брякнул. Но пока он брякал эту мысль, проводил ее в действие, он под конец этого всего дела забыл, какой мысль была. То есть, видимо, вот так вот как-то работает это все дело. И поэтому под конец выполнения вот этого своей мысли глубокомысленной, он уже делает совершенно другое, потому что забыл, что было в начале. И вот, естественно, если он сам не понимает, что он делает, то что можно говорить о всех остальных, которые вообще не могут понять, что он делает. Вот и все. Поэтому от него умные люди разбегаются. Ну, а дурачье остается, вот, собственно говоря. Все довольно просто. Еще один такой момент касательно Китая. Помните, Трамп расфуфыривал вместе с Хексетом
о том, как они создали истребитель F-47. Но у меня такое впечатление, что после их выступления, я тогда послушал, я понял, что Трамп вместе с Хексетом сидели за бутылкой джина и создали прототип истребителя вдвоем, на двоих, да, после третьего стакана создали истребитель F-47. А почему F-47? Да потому что он 47-й президент США. Замечательное просто, да, особое мнение у чувака. И мы его, говорит, все создали, бла-бла-бла, и ко-ко-ко, и мы такие красавцы. Хексет раз 15 повторил, что это все было под мудрым руководством дорогого товарища Ким Чен Ына, у Трампа. Вот. А в результате что получилось? А получилось пшик, потому что создавать эти истребители без редкоземельных металлов невозможно. А вот эти редкоземельные металлы, без которых его невозможно создать, находятся только в Китае. А Китай запретил вывоз из Китая вот данных редкоземельных металлов. Упс, 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 упс. Да, я тоже говорю упс. Да, вот видите, как нехорошо получилось. То есть, опять-таки, Чудик начал вот эту вот торговую войну с Китаем, абсолютно не понимая, чего он в результате хочет достичь, и не понимая последствий тех действий, которые он, собственно говоря, проводил. Ну, а как результат, вот истребитель F-47 придется отложить в очень долгий ящик. В то время как Китай новые самолеты создает. Вот. И еще один момент по Китаю. Там на магазинах сейчас натягивают такие растяжки, плакаты, что все, ну вот магазины золота, там таких вещей, которые надо декларировать на таможне. Золото, бирюлики. Вот такое. Натягивают плакаты с размером пошлины, которые они взимают с жителей с граждан США, которые будут у них покупать. Так интересно, что там чувак вчера даже не слазил с лестницы, он прицепил 104%. Пока он там крепил эту вывеску 104%, значит, пришлось уже менять эту вывеску, потому что уже не 104, а 124%, он не слезая с лестницы. Уже другой плакат прилепил для жителей США. Бирюлики и золото стоят 124%. Но опять-таки, видите, результат абсолютно бездумной, безмозглой, непоследовательной и недалекой политики администрации Трампа. Что интересно, что трамписты его за это все хвалят и падают перед ним ниц, как перед Ким Чен Ыном. Вот, и им это все настолько нравится. Ну, осталось только, знаете, самозакрыться от мира, ввести культ Чучхе. Одна только проблема, знаете, что американцы не умеют работать так, как это делают корейцы. Поэтому будет пародия.